Всем привет, с вами Андрей. Ну что, сегодня выходной, суббота, дождик наконец-то закончился. С утра был дождь, сейчас дождя нет. Я приехал на барахолочку, но из-за погоды приехало мало продавцов. Так что давайте посмотрим, что сегодня можно купить интересно. Пройдемся и, возможно, если повезет, найду что-нибудь интересное. Хотя шансов мало, потому что барахолка очень маленькая. Все стараются попасть под крышу, потому что с утра дождик капал. И я вижу, что совсем людей мало. Каждый раз я прохожу и вижу такие кружки, и каждый раз я пока не собираюсь их покупать, потому что я не знаю, как они вообще будут продаваться. Это пивные кружки, вот, допустим, это баварская, тут мотивы, юг Германия, вот северная кружка Шлезвиг-Гольштейн, это район чуть севернее Гамбурга. Ну, они стояли где-то, видно, в одной коллекции, на кухне, тут такой слой жира, надо все чистить. Купить-то можно, но вот продать их будет вопрос, смогу ли я их продать. Надо будет посмотреть в интернете, потому что их много, и какая у них цена, я даже не знаю. Ух ты! Сегодня, я думал, останусь без покупок. Старый, но он совсем дырявый, в плохом состоянии. Это для камина розжиг, но он совсем плохой. Его можно выкинуть здесь. Кожа прохудилась и мокрый весь. Жалко, что в таком состоянии. Зеркало, деревянная рама. Красиво, симпатично. Ну, зеркала я пока не беру. А вот слона очередного. Ну, обычный слон такой, знаете, из лавки сувениров. То есть это не какой-то там редкий, да, экземпляр, допустим. Ну, обычные. Стоят они в лавке, где туристы покупают разные такие сувенирчики. Металлическая решетка, и я уже ее хотел взять, но когда чемодан убрал, увидел, что в этом месте она сломана, так что, блин, а так вообще классная решетка. Ну и смысл ее тогда продавать? Можно просто выкинуть. Так, ну что, я уже половину прошел, осталось совсем немножко. Сегодня просто так, небольшая прогулка, пока дождя нет. Кстати, это приехали профессиональные продавцы, то есть они собирают целенаправленно мебель, разные вещи, привозят сюда на продажу. Для них это заработок, это основной вид работы, и без разницы, дождь, не дождь, они должны приехать и продать товар, потому что товар каждый выходные меняется. Я тут уже сколько раз хожу, смотрю и вижу, что идет у них товарообмен очень хороший. Вот такие классные столики из 70-х. Барные стулья стоят. Ну, барные стулья можно выкинуть, они уже внизу ржавчина, то есть металл вообще ни о чем. Простояли где-нибудь на улице и все. Вот деревянная мебель хорошая. Тоже она старая, но она прикольная. Посмотрите. Ну, это для огорода, для сада. Ну, я покупать такую не буду точно, потому что они дорого за нее просят.
Я уже спрашивал, где-то примерно от 100 евро и больше. Но она так и стоит. Потому что хорошая мебель, видите, массивные ножки и необычный дизайн. Классная мебель. Очень интересный такой цвет у набора. Германия. Так, тут я разобрать не могу. Но это чайный сервиз. Немецкая мануфактура. И, блин, классный цвет. Очередной слон. Декоративный. Деревянная лошадка. Видите, можно сахарницу прямо с сахаром купить. Вроде 6 нашли, но надо выбирать. Ну, вот такие гипсовые головы. Их тут раз, два, три штуки я нашел. Это светлые есть, одна темная. Понятно? Не бросай меня. Разговоры слышны отовсюду. Ну, так интересно все это, конечно, но продать будет тяжело. Потому что уже я не первый раз вижу вот эту коллекцию. Она лежит, никто не берет. Пришли, посмотрели и все. Красиво, да. Но это надо найти всему применение, чтобы это все можно было где-то продать. Ого. А это целая форма для вот фигурки вот такой, это же это, видите, для гипса. Вот она, готовая форма. Сюда заливаешь, потом у тебя такая вот формочка получается. Даже уже форма готовая есть. Все понял, вот они формы. Можно форму купить. Они из силикона, по-моему. Вот еще одна форма. Разные. Но они такие мелкие. Получается, вот примерно вот такие будут детали. И куда их? Это в какой-то декор на... Когда вот дом, квартиру, да, делать. Вот они, формочки готовые. Вот побольше, вот она, наверное, да? Но они сильно мелкие. Вот интересная целая осталась. Вот так она. Так, спрошу я, сколько такая будет стоить формочка. Она мне понравилась. Уже не зря съездил сегодня, купил я формочки 5 штук. Хорошую цену мне сделал, потому что я сказал, что я беру все. И тогда надо будет немножко скинуть. Так что 5 старых формочек. Это классно. А вот это супер интересная такая подставка. На этой подставке лежат набор для камина. Тут щетка есть. И... Но они дорого попросят. Евро 20, я думаю. Was kostet? Die kostet 50.
Вот видите, 50 евро. Ну так и в интернете они стоят. Уже я прошел почти всю барахолку, осталось еще совсем немножко. И на сегодня покупок у меня минимум, но они интересные. Так, вот тут я тоже вижу много интересных старых вещей. Издалека уже заметил доску стиральную. Доска стиральная, как звучит необычно. Я уже забыл такое слово. Раньше стирали вручную. И вот она доска, она стоит. И вот этот след от стирки, он остался. Я еще успел застать те времена, когда стирали вот таким способом вручную. Такие доски были почти у каждой семьи. Прикиньте, да? Я их кену даст. Я. Он меня спрашивает, ты же знаешь, что это такое? Говорю, да. Раньше в Германии тоже пользовались. В России, может быть, даже где-то и до сих пор пользуются. Ну, хотя я сомневаюсь, но я во всяком случае в своем детстве стирал свои вещи вот на такой доске. Ребята, ностальгия. Ну, блин, классно. Как она еще сохранилась в таком состоянии. Можно взять вот такую кувалдочку мощную, посмотрите. Обалдеть. Наверное, килограмм 7-8 весит сам молоток. Warum nicht 3? Machen wir 3, komm. Bitte 3 durch. Okay, wenn nicht. Жалко, солоны не полностью, потому что бивней не хватает. Я вот смотрю, одного нет. А так интересные фигурки. У этого вообще нет ничего. Тоже обломано все. То же самое. Perfekt. Кто им все бивни пообломал, а? Ну, это точно обезьяна сделала. Посмотрите. Да. Хорошая вешалка. Я не могу сказать, что она старая. Она, возможно, сделана под старую. Вас стоит 20 евро. Но он говорит, что типа она старая, но я не верю ему. Потому что сейчас такие вещи делают запросто под старину. Она не старая, ребята. Она даже нигде не висела, судя по вот этим дыркам. То есть вот дырки для шурупов или для гвоздей. Это сделано под старину. Красиво выглядит, но на самом деле это обычная вешалка. Так что можно в любом магазине купить. Английская посуда до сих пор продать не может. Он за нее 100 евро хочет. Но на таком рынке можно продать, но цена сильно большая. Потому что я уже его видел, этого продавца, и эта посуда у него стояла. Я тогда спросил, он мне сказал, что 100 евро. Вот масленка интересная. В интернете можно было за 100 выставить, я думаю, что купили бы. Ну а здесь, сами понимаете, совсем другой контингент людей ходит. Вот не хватает. Крышка есть, а самого чайничка я не вижу. Ребятки, смотрите, купил за 2 евро. Как вам? Дома посмотрю, но я думаю, что это интересная медаль. Моя прогулка подошла к концу, еду уже на завтрак домой. Повезло мне с погодой, скажем так, я пока ходил по барахолке, дождя не было, только сел в машину, начался дождик. Вот такая у нас погода зимой. Прогулка моя была неплохая, даже к удивлению я что-то даже купил. Ходить на эти барахолки, потому что среди барахола можно найти кусочек истории. Это было, вот я был на прошлой барахолке, я нашел старую курильницу китайская.
есть печать, и я уже по печати определил, что это курильница династии Мин. А это, ребята, 1300-1600 год примерно. Вы можете представить? И она лежала вот где-то среди этого барахла. Я купил там за смешные деньги. И я определил по печати, что она принадлежала одному из высокопоставленных чиновников династии Мин. И вот эти печати ставились на предметы роскоши вот этого чиновника. И они очень, скажем так, ценятся, потому что их не так много. Одно дело найти такую вещь, но второе дело, ее надо продать. И вот на это надо будет тоже найти покупателя, потому что вещь не дешевая будет. Обычно занимаются аукционные дома. Можно вещь сфотографировать, послать на оценку. Там уже специалисты оценят. Если эта вещь оригинальная, они возьмут на продажу и возьмут комиссионные, продадут, и ты получишь свои деньги. А второй способ — это выставить самому на eBay. Там, конечно, уже можно получить меньше, но без комиссионных. Так что есть разные способы, как продать тот или иной предмет. Каждый выбирает сам. Так что пишем свои комментарии. С вами был Андрей. Подписываемся на канал. Всем пока.